Я попала в тебя раньше, чем ты смог заговорить. Даже раньше, чем ты начал понимать что-то из того, что говорят тебе другие. Я уже присутствовала, когда ты неловко пытался сделать свой первый шаг под насмешливые радостные взгляды окружающих. Когда ты оставался без присмотра, подвергался опасности. Когда ты был уязвим и нуждался в помощи. Я появилась в твоей жизни рука об руку с грезами, в сопровождении суеверий, заклинаний, амулетов, хороших манер, обычаев, традиций, твоих друзей, твоих учителей. Раньше, чем ты узнал о моем существовании, я поделила твою душу на мир света и мир тьмы, мир того, что хорошо, и мир того, что плохо. Я дала тебе чувство стыда, показала тебе все твои изъяны, все уродливое, глупое, неприятное, что было в тебе. Я наклеила на тебя ярлык «не такой, как все». Когда впервые прошептала тебе на ухо, что с тобой что-то не так. Я существовала до пробуждения сознания, до чувства вины, до появления морали, с незапамятных времен. Я незваный гость, нежелательный посетитель, но тем не менее я прихожу первым, а ухожу последним. Со временем я стала настолько могущественным, что диктую тебе, что делать, а чего не делать. И ты не можешь от меня избавиться. Горе, которое я причиняю, так невыносимо, что ты можешь терпеть меня, только если передашь своим детям, хотя своим, и так из века в век. Чтобы помочь тебе и твоим потомкам, я ряжусь в одежде перфекционизма, высоких идеалов, самокритики, нравственности, самоконтроля. Горе, которое я причиняю тебе, так сильно, что тебе захочется отрицать меня. И для этого ты пытаешься спрятать меня со своими персонажами, наркотиками, погоней за деньгами, неврозами. Но ты можешь делать все, что угодно, и идти куда угодно. А я буду там, всегда там, потому что я всегда с тобой, днем и ночью, без отдыха, без ограничений. Я внушила тебе страх быть отвергнутым и обусловила этот страх твоим существованием. От меня зависит, останешься ли ты востребованным, желанным, любимым и принятым обществом. Каким тебя увидят сегодня окружающие. Это зависит от меня, потому что я тот сундук, в который ты спрятал все свое противное, нелепое, самое отвратительное, что есть в тебе. Благодаря мне ты научился довольствоваться тем, что дает тебе жизнь. Потому что в конце концов все пережитое тобой всегда будет больше того, чем, по твоему мнению, ты заслуживаешь. Ты догадался? Не так ли? Я чувство отвержения, которое ты испытываешь к самому себе. Вспомни, как это было. Все началось в тот пасмурный осенний день, когда ты перестал гордо говорить «Я есть», а смущенно, робко опустив голову, подумал вместо этого: «Я должен был быть». Привет, я Ира. Добро пожаловать в блогового интроверта. И только что вы услышали фрагмент из книги Хорхе Букай «Я расскажу тебе о». Это книга японского психолога и философа. И передать свои знания он решил не обычным образом, как обычно делают психологи в своих книгах, лекциями, либо большими талмудами научных статей, в которых без, как минимум, Википедии не разберешься. Хорхе же написал свою книгу в виде небольших рассказов, скорее притч. И когда его спросили, а почему именно так, он ответил, что это самый лучший способ донести до человека истину, самый лучший способ передать свои знания. Ведь когда мы слышим, читаем, видим, либо участвуем в какой-либо истории, причем для мозга не особо важно, что именно, как именно это происходит, то знания, которые мы там получаем,
через эти истории, они лучше остаются в нашей памяти. И при необходимости мы можем их проще применить, попадая в аналогичные ситуации. То есть, когда есть начало, логичный финал и какая-то мораль у этой истории, знания, которые в ходе этого получены, закрепляются в нашем сознании лучше. Читая эту книгу, мне очень захотелось ей поделиться, и я начала думать, а как бы так интересно об этом рассказать. Начала выписывать какие-то умные мысли, одну мораль, другую мораль, думать, как это можно адаптировать к жизни, связать с какими-то жизненными ситуациями, но как-то все не клеилось. Я решила, думаю, ну давай я начну, а потом посмотрим, что будет. Я встала, включила камеру и начала читать притчу, которую вы слышали в самом начале. И да, все случилось, все сложилось в одну общую канву. Мой мозг, как и пишет Хорхе, нашел в подсознании, что в моей жизни уже была подобная история. У меня уже была ситуация, когда я читала притчу на камеру. Пару лет назад, когда я училась, у меня было задание рассказать притчу на камеру, а потом объяснить, почему я выбрала ее, в чем ее мораль и можно ли применить это в жизни. Либо нельзя. Но тогда я не поняла смысла всего этого и отнеслась так, довольно формально. Получилось такое себе, не очень, но те советы, замечания, комментарии, которые я тогда получила, вспомнила сейчас. Хотя я абсолютно уже забыла, что была такая история. Это еще раз иллюстрирует то, что пишет Хорхе в своей книге. Чем больше в нашей жизни будет знаний, которые получены в ходе каких-то историй, которые обернуты, как он пишет, в какую-то историю, тем лучше они будут нами усваиваться и потом эффективнее применяться. Ну и, конечно, если вам встретится мудрый, щедрый наставник, который будет готов поделиться с вами своими знаниями, это просто прекрасно. Мне вообще по жизни везет с учителями. Они появляются именно тогда, когда нужно, в нужный момент. И очень часто остаются потом со мной по жизни. Да, мы можем не видеться полгода, год, иногда по несколько лет, но я точно знаю, если мне понадобится помощь, и я ее попрошу, то обязательно ее получу. Мне всегда протянут руку и не дадут сорваться в штопор. Я это очень ценю, для меня это очень важно. Ну а теперь, собственно, к сути видео. Я не зря выбрала именно последнюю притчу из всей этой книги, потому что очень долгое время я жила именно так, как описывает Хорхе. То есть мне в себе не нравилось все, ну вот от слова совсем. Мне не нравился мой рост, 1,55 м, моя внешность, цвет волос, нос, голос. Он тихий, писклявый, и, о ужас, с ним ничего нельзя сделать. Ну, по крайней мере, мне так раньше казалось. Мне не нравилось то, что я недостаточно умная, как мне опять же тогда казалось, потому что, ну, не отличница, и кто-то лучше меня. Опять же, о ужас. И большинство людей, которые меня на тот момент окружали, как-то вот поддерживали мою вот эту картину мира. И до какого-то момента все было нормально. Я считала это абсолютно нормальным, адекватным. Но вдруг я решила попробовать по-другому. И по-другому тоже, оказывается, можно. И если что-то из моих слов вас сейчас зацепило, и вы задумались, что вас тоже в себе что-то не устраивает, вам тоже в себе что-то не нравится, я хочу пояснить одну вещь. Да, нам может что-то в себе не нравиться. Если это что-то одно, то это нормально. Может быть, это вредная привычка, от которой хочется избавиться. И это здорово, это наоборот стимул тому, чтобы, наконец,
от нее избавиться, там, бросить курить или наоборот приобрести какую-то полезную привычку, начать бегать по утрам. Это стимул к дальнейшему развитию. Я же говорю про то, когда мы отвергаем себя практически полностью. То есть, когда нам в себе не нравится очень много разных вещей. И я могу сказать, что с этим можно справиться. Но, во-первых, постарайтесь посмотреть на себя по-другому. Мне в этом очень помогла смена окружения. Когда я пришла в новый коллектив с новыми людьми, которые не знали меня до этого, я их не знала, я стала наблюдать, как они на меня реагируют. Как они реагируют на то, как я говорю, что я делаю. И одновременно замечать, как я реагирую сама на себя. Ведь известно, что окружающие люди нас видят абсолютно не так, как мы себя видим. И если сравнивать, то сравнение будет не в нашу пользу. Если особенно брать людей, у которых есть чувство отвержения. Я увидела, что окружающие меня люди воспринимают меня намного лучше, намного лояльнее, чем я себя воспринимаю. И я начала как-то подстраивать себя под то, что если большое количество людей думает вот так и воспринимает меня вот так, значит, в этом есть какая-то доля истины. Но еще, конечно, помогло мне то, что люди, близкие люди, которые остались со мной, продолжали меня верить. Какую бы странную идею я не начала воплощать. С какими бы странными мыслями я к ним не пришла, и не начала бы на них это вываливать. Меня всегда поддерживали, всегда верили и продолжают это упорно делать, что все получится, и если есть цель, значит, для нее будет и ресурс. Значит, я смогу это сделать. И однажды был такой разговор. Я поняла, что человек мне верит. А почему я в себя не верю? То есть я доверяю человеку, человек верит в меня. Я доверяю человеку больше, чем себе? Ну, совсем нелогично. И на тот момент я задумалась и начала уже переосмысливать, переоценивать то, что я делаю, как я делаю. Очень важно попасть в свою среду, чтобы начать развиваться. Но не всегда же нас окружают такие люди. В каждом окружении, у каждого человека есть те, которые пытаются нас оскорбить, унизить, опустить нашу самооценку. Причем это очень часто близкие люди из близкого круга. И именно те, которые знают, куда ударить и как так сказать, чтобы побольнее. Я думаю, у многих были такие ситуации, когда ты приходишь к хорошей подруге или старому другу и говоришь: вот, у меня такая идея, и с восторгом начинаешь рассказывать про свою мечту, свои чаяния, мысли, которые уже не можешь просто держать в себе. А в ответ слышишь, что да у тебя точно не получится. Да даже не стоит пробовать. Да тебя обманут, да тебя наколят, да ты потом не разгребешь. Неприятно, правда? Учитывая то, что еще ты считаешь этого человека близким. Конечно, все это будет прикрываться тем, что я же из хороших побуждений, я же твой друг, да я же тебе хочу помочь. А потом может последовать, например, список того, что человек добился к своим, допустим, 30. Или картина того, как он видит вашу жизнь. То есть какой-то человек, пускай даже хорошо знакомый, видит вашу жизнь. Человек хочет поднять свою самооценку за счет того, что унижает вас или пытается обесценить ваши старания, ваши идеи, ваши цели. Если сейчас, слушая вот эти слова, вы вспомните какую-то ситуацию, какую-то историю или какого-то человека, подумайте, а зачем вы рядом с таким человеком?
А что вам дают эти отношения? Возможно, стоит их пересмотреть и попробовать уже как-то без них оставить человека в стране и идти дальше своим путем. Стыдно, неудобно, а вдруг человек обидится. Да как же я разорву отношения, мы столько лет общались. Я же покажусь бестактной, грубой. Что подумают люди? К чему я это все говорю? В нашей жизни нас постоянно кто-то обсуждает. Без этого мы просто не можем. Кто-то нас обсуждает с хорошей точки зрения, то есть говорит о нас хорошо, поддерживает, помогает, подбадривает, мотивирует. А кто-то наоборот обижает, оскорбляет, пытается обрушить нашу самооценку, уронить ее ниже плинтуса. Но главное здесь сильно не зацикливаться ни на тех, ни на других, сильно не зависеть ни от тех, ни от других. Принимать к сведению, да, но, как говорится, близко к сердцу нет. Мы очень привыкли к тому, что мы постоянно от кого-то зависим. Нами постоянно как будто кто-то управляет. То есть, о чем я говорю? В школе нужно хорошо учиться, чтобы учитель похвалил. В институте престижно будет получить красный диплом, родители порадуются. Дальше появляются начальники, дальше появляются компании, друзья, знакомые. И общество в целом, которое тоже на нас давит. И в этой круговерти, в этом беге непонятно куда, мы не всегда задумываемся, а я вообще про что? А чего я вообще хочу? Вот сама хочу чего? От жизни, от себя. И нас очень редко спрашивают, а что ты хочешь? А для чего ты это делаешь? И когда в одном из разговоров зашла эта тема, и мне вдруг задали вопрос, а чего ты хочешь от жизни? Это был тупик. Серьезный тупик. И не полбеды я человеку не смогла на этот вопрос ответить. Я себе на этот вопрос не сразу смогла ответить. Да, с одной стороны, это такой тупик, из которого не сразу видишь выход. Но с другой стороны, это сильный мотиватор, сильный пинок, чтобы начать все-таки искать то, что ты хочешь. И уже что-то делать в этом направлении. Да, у нас у всех бывают жизненные ситуации абсолютно разные. Только вы сами можете понять, а что для вас хорошо, что для вас плохо. Какие методы у вас работают, а какие нет. Кому-то хорошо, когда его поддерживают, мотивируют, а кому-то нужно поставить человека в пример, сказать, вот он добился, а ты еще нет. И человек начинает работать. Как хорошо именно для вас и как будете работать именно для вас, можете понять только вы. Но я надеюсь, что мое видео было полезным, и я смогла донести до вас свою мысль. Но вообще очень советую почитать книгу Хорхе Букай. Я расскажу тебе о. Думаю, каждый найдет там что-то, что отзовется именно у него. А возможно, кто-то захочет поделиться какими-то мыслями, которые пришли к нему в голову. Так как сегодня я захотела поделиться с вами. И надеюсь, было вам полезно. Ну и это на сегодня все. Спасибо, что досмотрели. С вами была я, Ира. И до новых встреч в логове интроверта.